Всем привет! Очередной мой видеоурок о том, как связать вот такую сумку-ракушку с клапаном. Она немного необычной формы, не как обычная ракушка, которую мы привыкли видеть. Она немного квадратная, и у нее присутствует вот такой вот клапан. Клапан вяжется спицами, а сама сумочка вяжется крючком. Закрывается она на магнитную кнопку. Эту сумочку я делала связанным кармашком. Но вам я хочу показать, как сшить для нее подкладку. Для вязания этой сумки нам понадобится 2 мотка трикотажной пряжи 7-9 мм. Можно разных цветов, можно одного цвета на ваш вкус. Я возьму вот такой вот мох меланж и серый меланж. Дальше крючок номер 7, спицы 6 мм. Для подкладки ткань, нитки в тон ткани, обычная игла. Далее игла для трикотажной пряжи. С помощью нее мы будем пришивать клапан к сумочке. Ножницы, естественно. Из фурнитуры я буду использовать в этой сумочке цепочку. Также мне понадобятся карабинчики, кольца карабина и замочек. Я буду использовать также магнитную кнопку. Вы можете, в принципе, поставить портфельный замок на вашу сумочку. Начнем с того, что наберем 25 воздушных петель. Но здесь в начале оставим кончик, примерно 30 сантиметров. Нитку на руку кладем, как при наборе петель на спицах. Заводим крючок под ниточку, перекрещиваем, снова захватываем ниточку и протягиваем через петельку. И набираем 25 воздушных петель плюс 1 петля подъема. В общей сложности у нас должно получиться 26 петель. Набрали петельки и начинаем вязать первый ряд. Первый ряд мы провязываем все петельки просто столбиками без накида. То есть у нас должно получиться 25 столбиков без накида. Провязываем их. Провязали, делаем петлю подъема, поворачиваем наше вязание и начинаем вязать второй ряд. Во втором ряду мы провязываем сначала 12 петель. Этот ряд и все последующие мы будем вязать вот за заднюю стенку нашей косички. Вот у нас проходит косичка, и вот за эти вот стеночки мы будем вязать. Крючок вводим во вторую петельку. Вот от крючка у нас первая, вторая. И провязываем 12 петель. Провязали 12 петель. И сейчас будем делать прибавку. Прибавка — это значит, что в одну петельку мы должны будем провязать 2 столбика без накида. То есть в следующую 13-ю петлю мы уже провязываем 2 столбика. Вот 1 и 2. Дальше довязываем до конца. Здесь у нас также получится 12 петель. Считайте, чтобы себя проверить,
чтобы не было никаких ошибок. И сумочка получилась ровная. «12». Снова делаем петлю подъема, поворачиваемся и начинаем вязать третий ряд. В третьем ряду сначала здесь также провязываем 12 столбиков без накида. «12» провязали. Делаем снова одну прибавку. 2 столбика без накида в один. Провязали. И дальше вяжем до конца уже 13 столбиков без накида. Довязали. Петля подъема, поворачиваемся и начинаем вязать четвертый ряд. В четвертом ряду до прибавки вяжем 13 столбиков без накида. Делаем прибавку одну. И довязываем до конца также 13 столбиков без накида. Петля подъема. И дальше у нас пятый ряд. В пятом ряду снова до прибавки мы вяжем 13 столбиков без накида. Делаем одну прибавку и довязываем до конца 14 столбиков без накида. Делаем петлю подъема, переворачиваем. Дальше в шестом ряду мы вяжем 14 столбиков без накида до прибавки. Делаем одну прибавку. И довязываем до конца также 14 столбиков без накида. Это у нас был шестой ряд. Делаем петлю подъема. И дальше вяжем 9 рядов без прибавок. Когда мы их свяжем, потом начнем делать убавки. Итак, я провязала 9 рядов без прибавок. И вот что у меня уже получается. Вырисовывается сумочка. Сейчас мы начнем делать убавки. Делаем петлю подъема, переворачиваем вязание. И в следующем ряду, это у нас уже будет 16-й ряд, мы до убавки вяжем 14 столбиков без накида. Теперь начинаем делать убавки. Также в каждом ряду у нас будет по одной убавке. Убавки делаются следующим образом. Заводим крючок в 15-ю петельку,
захватываем нитку, вытягиваем. Дальше снова сразу же заводим крючок в следующую петельку, захватываем нитку, вытягиваем. Захватываем рабочую нить и протягиваем через 3 петельки на крючке. И вот мы сделали первую убавку. То есть из 2 петель мы провязали одну. Вяжем дальше 14 столбиков без накида. Довязываем до конца. Довязали, делаем петлю подъема, поворачиваем. В 17 ряду до убавки снова вяжем 14 столбиков без накида. Провязали, делаем убавку. Захватили, тут же во вторую захватили, протянули через 3 петельки и довязываем ряд до конца. Здесь у нас уже будет 13 столбиков без накида. Петля подъема, поворачиваемся. В 18 ряду до убавки вяжем 13 столбиков без накида. Провязали, снова делаем одну убавку. И довязываем до конца 13 столбиков без накида. В 19 ряду до убавки вяжем 13 столбиков без накида. Делаем убавку. И довязываем до конца 12 столбиков без накида. Довязали, делаем петлю подъема, поворачиваемся. И последний у нас будет 20 ряд с убавками. Здесь до убавки вяжем 12 столбиков без накида. Провязали 12 столбиков без накида, делаем убавку. И довязываем до конца также 12 столбиков без накида. Делаем петлю подъема и дальше 2 последних ряда вяжем без убавок, 21 и 22 ряд, то есть по одному столбику без накида в каждый столбик предыдущего ряда. Провязываем 2 ряда таким образом и встречаемся. Будем нашу сумочку сшивать. Я провязала оставшиеся 2 ряда без убавок. Здесь уже петлю подъема мы не делаем в конце. Оставим снова хвостик для того, чтобы сшить боковинку. И отрежем. Ну, примерно вот так.
Эту ниточку вытягиваем. Теперь выворачиваем сумку наизнанку. Не сумку, точнее, а нашу заготовку для сумки. Начинаем сшивать. Берем иглу для трикотажной пряжи. В принципе, здесь можно обойтись и крючком. Мне удобнее это делать иглой. Соединяем наши две боковинки и просто обычным швом начинаем сшивать. Соединяем уголок и дальше заводим иглу вот под обе вот эти вот косички. Здесь то же самое с этой стороны. Теперь в эту сторону под обе косички и здесь. Дальше. Таким образом сшиваем всю боковинку. И последняя петелька вот сюда. Если хвостик позволяет, можно в принципе и в обратную сторону пройтись. То есть изначально можно оставить хвостик подлиннее. Все равно его нужно будет потом заправлять. Мы его заправим вот так. То есть вначале оставьте хвостик чуть побольше. Я немножко не рассчитала. Проходим ниточкой туда и обратно. Ну, вот мне почти хватило. В принципе. Вот так. Этот хвостик мы потом вяжем здесь. И переходим мы к сшиванию второй боковинки. Точно таким же способом мы это делаем. Соединяем две стороны. Здесь у нас хвостик подлиннее, как раз, я думаю, хватит на то, чтобы пройти туда и обратно. Так, здесь у нас ниточка. Заводим ее. Так, давайте вот в этот узелочек войдем. Вот так. И дальше снова. Вот у нас косички. Прям под косички ныряем под две. Здесь тоже. Снова под косичку. И здесь тоже. И таким образом снова дошиваем до конца. Так, дошли до последних петелек. Так, и поворачиваем обратно.
идем в обратном направлении. То есть туда мы шли, вот у нас петельки, вот они. Обратно мы идем уже по другим, скажем так, петелькам проходимся. Так будет покрепче, конечно, если пройтись 2 раза. То есть, в принципе, обычно для такого способа сшивания, то есть когда мы идем туда и обратно, нужно оставить 3-4 длины вот самой длины сшивания. Тогда все хватит. И последние наши петельки. Вот они. Все. Сшили. Выворачиваем теперь нашу почти сумочку. Вот что у нас получается. Вот такая ракушка. То есть она у нас не круглая, как обычно, а немножко такая, почти квадратная, чуть-чуть закругленная. И сейчас мы будем делать обвязку, формировать манжету вот здесь наверху. Для этого нам снова понадобится новая ниточка. Начинать мы будем вот с этой стороны, где у нас край потолще. Вот вы можете почувствовать, здесь немножко у нас поменьше толщина вот этого нашего шва, а здесь чуть потолще. И вот с этого места мы и начнем. Будем вводить новую нить. Эту ниточку мы будем ввязывать вместе вот с этим кончиком. Немножечко я потяну, потому что она у меня под конец мотка такая стала повоздушнее. Берем нашу ниточку. Здесь смотрим внимательно. Заводим крючок. Так. Здесь заводим крючок. Вот у нас вот наш последний ряд. Мы идем вот с этой стороны, заводим крючок сюда, в эту петельку, захватываем ниточку нашу новую и делаем узелок. И первую петельку. Эту нитку мы ввязываем и эту, кладем их вот так вот наверх и начинаем обвязку нашей сумочки. Манжету мы будем вязать соединительными столбиками. Здесь, смотрите, я первую петельку сделала вот в этот вот ряд. Дальше вот это вот я место пропускаю и сразу же завожу крючок вот от этого нашего последнего ряда вот в эту вот петлю. Завожу сюда крючок, захватываю нашу нитку и сразу же протягиваю ее через петельку на крючке. Дальше следующую петельку мы будем вязать вот в эту вот
петлю, захватываем нитку и провязываем. Не забываем эти хвостики аккуратненько ввязывать. Дальше идем вот в эту вот петлю. Сейчас я вам покажу на этой стороне. Мы будем какие петельки захватывать. Здесь эту, потом вот эту, затем эту, вот эту, эту, вот эту и так далее. Манжету не затягиваем. Сумочка у нас сверху не должна стягиваться. Вот видите, у нас получается такая как бы поверху косичка. Обвязку сумки мы будем вязать по спирали, то есть петель подъема мы делать не будем. Так, наши хвостики уже спрятались почти. Немножечко их подтянем, чтобы они тут не выделялись сильно. Потом это можно будет отрезать. В принципе, здесь будет подкладка, ничего видно не будет. И продолжаем так вязать до следующей боковинки. Там покажу, какие на другой стороне захватывать будем петельки. Так, дошли мы до следующей боковинки. Захватываем здесь верхнюю петельку. Вот она. Сюда провязали. Здесь снова пропускаем вот эту вот серединку и захватываем вот уже вот эту вот петельку. Здесь у нас осталась ниточка. Мы ее также будем ввязывать. Дальше покажу на этой стороне. Захватываем какие ниточки. Вот заднюю, затем вот эту вот верхнюю, потом снова вот эту заднюю, верхнюю, заднюю, верхнюю. Вяжем. Ниточку ввязываем. Вот мы доходим до конца первого ряда нашей манжеты. Вот дошли. И дальше петель подъема мы делать не будем, а будем просто продолжать вязать по спирали. Это у нас был первый ряд. Сейчас начнем второй. То есть просто вот за эти верхние петельки будем вязать. Вот за верхние петельки этих косичек нам нужно провязать еще 2 ряда. В общей сложности должно получиться 3. Все, сейчас мы их провяжем и встретимся с вами. Я довязываю последний, 3-й ряд манжеты. Дохожу до того места, где мы начали нашу сумочку обвязывать. Так, вот наша петелька была первая, вот здесь, на этом месте. Здесь же мы ее и закончим. Вот таким образом сейчас мы сформируем здесь последнюю петельку красивую. Отрезаем нитку, вытягиваем петельку. Дальше заводим крючок
нам нужно, чтобы крючок у нас вышел вот в этом месте. Но мы захватим не только вот эту вот верхнюю часть, но и вот эту вот петельку за ней. Вот. Вот мы вышли из того места, которое нам нужно. Захватываем нитку, протягиваем ее наизнанку. Дальше эту ниточку вот так вот перекрещиваем, то есть она у нас должна войти вот в это место. Заводим крючок с изнанки, так чтобы он у нас вышел в месте, которое нам нужно. Ну, здесь можно под верхнюю петельку. Так, захватываем нашу ниточку и протягиваем ее наизнанку. Вот мы с вами сформировали такую косичку, и переход вот этот вот незаметен. Немножечко подтянуть можно. И теперь этот хвостик спрячем на изнанке с помощью трикотажной иглы. Можно сумочку вывернуть для удобства. Нитку старайтесь прятать в разных направлениях, и тогда у вас получится крепкое соединение. Никуда она не вылезет. Тем более еще здесь будет у нас подкладка, так что все будет крепко. Вот основа нашей сумочки готова. Следующим этапом у нас будет это вязание клапана. Для начала нам нужно оставить очень длинный хвостик длиной 4,5-5 метров, для того, чтобы нам этот клапан впоследствии пришить к сумке и обвязать его. Вот такой вот длинный хвостик у меня получился. Набираем на спицы 17 петель. Дальше начинаем вязать первый ряд. Клапан мы будем вязать платочной вязкой. Это означает, что все петли во всех рядах лицевые. Первую петлю мы всегда снимаем, и все остальные провязываем лицевыми, кроме последней. Последнюю петлю мы будем провязывать изнаночной. Старайтесь вязать клапан поплотнее. Вот таким образом провязываем первый ряд. Можете взять не круговые спицы, а прямые, на них будет удобнее вязать. Последнюю петлю провязываем изнаночной. Мы провязали первый ряд. Переворачиваем и вяжем точно так же все лицевые. Второй ряд. Первую петлю снимаем. Все остальные, кроме последней, провязываем лицевыми.
Последнюю провязываем изнаночной. Провязали. Это у нас был второй ряд. И таким образом нам нужно провязать еще 26 рядов. Я посчитала, для нужной мне длины клапана получается 26 рядов до убавок. Потом будем делать убавки, чтобы наш клапан получился закругленным внизу. То есть в общей сложности без убавок у нас должно получиться 28 рядов. Все, вяжем еще 26 рядов и встречаемся, будем делать убавки. Я провязала 28 рядов. И сейчас мы начнем делать убавки. Я вам рекомендую, связав 2-3 ряда в самом начале, приложить их к сумочке и проверить, достаточная ли ширина у вас получается, так как у всех плотность вязки разная. И разная может быть толщина пряжи. Вот, например, меланжи, они обычно бывают чуть толще однотонных цветов. Сейчас будем делать убавки. Их мы будем делать очень просто. В начале и в конце ряда мы будем провязывать по 2 петли вместе. Всего нам нужно с убавками будет провязать 4 ряда. То есть здесь провязываем за заднюю стенку первые 2 петли лицевой. Дальше вяжем все лицевые. Итак, у нас осталось 2 последние петли, и мы их должны провязать вместе изнаночной. Не сломать бы спицы. Вот так. Дальше поворачиваемся. Провязываем первые 2 вместе лицевой. Дальше снова вяжем все лицевые. Вот у нас снова осталось 2 петельки в конце. Мы их провязываем вместе изнаночной. Снова поворачиваем и вяжем таким образом еще 2 ряда. Я провязала 4 ряда с убавками, и сейчас мы будем закрывать петли. Первую петлю провязываем, вторую провязываем и пропускаем вторую через первую. Снова провязываем и пропускаем. Так делаем до конца ряда. Провязываем последнюю петлю и пропускаем. Нитку отрезаем
Вытягиваем хвостик. И с помощью иглы прячем. Лицевая сторона нашего клапана будет вот это вот. То есть вот этот вот длинный хвостик, который мы оставляли, он должен остаться слева. Поэтому мы прячем, получается, вот на этой стороне. Лучше всего прятать вот здесь вот по краю. Так и незаметно будет. И когда мы обвяжем клапан, это вообще все спрячется. Вот здесь мне не нравится, откуда выходит нитка. И с этой стороны я ее сейчас вот так вытащу, этот хвостик, и начну пришивать. Вдеваю нитку в трикотажную иглу. Располагаем клапан на сумочке ровно и делаем первый стежок. Заходим в нашу основу, вытягиваем нитку. Так, прикрепили. Дальше здесь шагаем на одну петлю вот сюда. Смотрим здесь, чтобы у нас игла выходила вот под этой нашей первой косичкой. И в клапане, соответственно, тоже на одну петельку шагаем. Прикрепили. Дальше здесь снова на одну петлю и сумочку втыкаем. Дальше снова вот здесь выйдем и в клапане следующую петельку. Главное следить, вот чтобы именно на клапане здесь у нас было все аккуратно прошито, потому что с этой стороны у нас все закроется подкладкой. Таким образом дошиваем до конца, вот до этого места. Последний стежок у меня вышел в уголке, вот здесь ниточка вышла. Сейчас я ее прикреплю. То есть вот таким образом еще раз вот сюда в уголок прикрепляю. Прикрепила сюда в уголок. Дальше здесь выходим, но остаемся только на основе нашей сумки. Клапан насквозь не прошиваем. Вот так. Дальше убираем
иглу и берем крючок. Сейчас мы будем наш клапан по краю обвязывать. Обвязывать мы его будем соединительными столбиками. Ниточка у нас сзади. Заводим крючок в первую петельку. Вот у нас вот эти вот косички, наши кромочные петли. Заводим крючок в первую петельку, вытаскиваем петлю. Дальше заводим во вторую и провязываем соединительный столбик. Дальше вяжем соединительные столбики по всему клапану. Стараемся не затягивать, чтобы у нас клапан не перетянуло, не перекрутило. Пришел мой помощник здесь к нам в гости. Так, все аккуратненько до конца обвязываем соединительными столбиками. Так, доходим до конца. Дошли до последней петельки. Нитку отрезаем. Эту петельку вытягиваем. И сейчас мы ее прикрепим. То есть просто с помощью трикотажной иглы выводим этот наш хвостик таким вот образом на изнанку сумки. И здесь мы его сейчас должны закрепить. Закрепляем в разных направлениях, чтобы было крепко. Итак, клапан мы пришили. Видите, здесь все у нас аккуратненько. Он у нас немного загибается, и поэтому дальше мы его должны отпарить. Как отпариваем? Берем чистое полотенце, берем нашу сумочку, так, кладем таким образом, чтобы клапан мы могли закрыть вот таким вот образом полотенцем. Берем утюг с функцией пара и начинаем проглаживать и отпаривать. Это нужно сделать с обеих сторон.
прогладили. И теперь можно руками придать ему нужную нам форму. Следующим этапом у нас будет установка замка. Я хочу установить на эту сумочку магнитную кнопку. Она прижимная, не пришивная. В принципе, можно взять пришивную и просто с помощью ниток в тон пряжи эту магнитную кнопку пришить. Также вы можете по своему желанию установить, например, портфельный замок. С портфельным замочком такая сумочка тоже очень неплохо смотрится. Как вы понимаете, что просто насквозь установить эту кнопку у нас не получится, потому что стенка сумки очень толстая. Поэтому мы будем делать по-другому. Для начала мы установим кнопку на клапан. Для этого возьмем кусочек пряжи, такой, из которой мы вязали клапан. Нам нужно будет 2 таких кусочка, примерно вот такой длины. Дальше убираем вот эту вот заднюю пластинку и располагаем эти кусочки вот так. Вот таким вот образом. Кладем сюда нашу пластинку. И теперь вот эти усики мы должны зажать. Лучше всего это делать, конечно, с помощью плоскогубцев. Вручную делать тяжело. Постараемся это сделать ровно. Прижимаем сильно-сильно, чтобы у нас наши веревочки никуда отсюда не делись, не выпали. Сжимаем по краям, но аккуратно, чтобы вот эту часть не повредить. Вот так у нас получилось. Можно подергать, посмотреть, что они никуда не деваются. И теперь нам нужно будет найти середину на нашем клапане. Можно прям даже измерить с помощью сантиметра. На глаз положить и измерить. Так, 7. И здесь 7. Все верно. И теперь нам нужно эти хвостики прямо насквозь пропустить через клапан. Настоятельно рекомендую вам магнитную кнопку на клапан прикреплять как можно ближе вот к этому краю. И хвостики прятать именно вот здесь, вот на этой вот полоске. То есть наша обвязка как бы скрывает все то, что вы там будете затягивать, перетягивать, чтобы все снаружи выглядело аккуратно. Вот таким вот образом. Все подтягиваем. И эти хвосты нужно будет аккуратно все спрятать. Можно даже выйти просто наизнанку один раз
И уже прятать просто на изнанке. То есть нам надо максимально сделать, чтобы с этой стороны у нас было все незаметно. Вот. На лице у нас все нормально. Еще раз потом можно будет отпарить клапан. И здесь ничего у нас незаметно будет. Все поправим. Так, эти хвостики прячем на изнанке. Вот с этой стороны. Ниточки я спрятала. Кончики для надежности пришила несколькими стежками с помощью обычной иглы и нитки в тон пряжи. Сейчас мы должны будем установить вторую часть замочка уже на саму сумку. Сильно клапан не натягивайте, потому что у вас сумка все-таки будет объемная, там будет что-то лежать. Примерьте так, чтобы она немножко была приоткрыта. И приложите клапан. То есть вот видите, у нее здесь толщина осталась. Прикладываем клапан. Берем вторую часть. И уже отрезаем нитки в тон нашей сумочки. Точнее, отрезаем пряжу, ту, из которой вязали сумку. И делаем то же самое со второй частью замочка. Зажали, потянули, проверили все. Все в порядке. Так, теперь нам самое главное. Нужно сделать так, чтобы у нас все это ровненько получилось. Так, мы ее можем даже вот так примагнитить, нашу кнопочку. Вдеть иголку сразу в одну нитку, чтобы закрепить. Так, еще раз все смотрим, проверяем, располагаем ровненько наш клапан на сумке. Все. И теперь иголкой в одном месте прикрепим. Можно даже просто здесь насквозь пока выйти. Нам сейчас главное обозначить место. Так. Ну и второй давайте усик закрепим. Да, то есть я просто смотрю, куда у меня там должна ниточка войти. И туда ее ввожу. Так, прикрепили. Аккуратно отсоединяем наш замочек и
эти ниточки вытаскиваем из задней части сумки. Вот таким образом у нас получилось. И теперь нам осталось только ввести внутрь оставшиеся усики. Можно проверить еще раз кнопочку. Если все ровно, то можно уже ее закреплять. Так, все, вывернули. И здесь мы эти хвостики вот так вот между собой прям свяжем покрепче, чтобы у нас замочек никуда не делся. Здесь уже можно не особо волноваться об аккуратности, потому что здесь будет подкладка, но о крепости нужно позаботиться, чтобы у нас замочек потом не слетел, не вытянулась пряжа, потому что она, в принципе, вытягивается, и замочек не бултыхался. Все, завязали. Давайте еще на один узелок сделаем, так, чтобы уже точно у нас ничего никуда не делось. И эти хвостики аккуратненько прячем, так, чтобы снаружи у нас там ничего не было видно. Прячем в разных направлениях, чтобы все было крепко. Итак, я спрятала кончики и вывернула сумку на лицевую сторону. Вот замочек у нас сидит плотно. Здесь все аккуратно. Открывается и закрывается легко. Вот таким образом. Дальше. Следующим этапом у нас будет подкладка. Для подкладки мы должны нашу сумочку измерить. Мы предположим, что она у нас, то есть не вот такая плоская, правильно? Она будет у нас немножко вот так вот здесь расширена. Поэтому мы измерим длину. Так, у меня получается 15 сантиметров. 15 сантиметров. То есть это у нас получается вот эта часть 15 сантиметров. И измерим вот как бы нашу ширину. Ну пусть здесь у нас 3 сантиметра. То есть еще вот эта вот часть 3 сантиметра. Дальше мы измеряем глубину сумки, то есть доходим сантиметром до дна и смотрим, сколько у нас получается здесь до того места, куда мы будем пришивать подкладку. У меня получается 15 сантиметров. То есть вот эта часть 15 сантиметров. Нам нужно будет вырезать прямоугольник, то есть 15 сантиметров плюс еще 15 сантиметров. Здесь у нас 15, то есть вот эта же величина, и 3 сантиметра ширина, да, как бы ширина нашей сумочки. Здесь, так, здесь нам нужно еще прибавить ширину дна. Ширину дна ну,
здесь, конечно, сложно понять, но можно взять также 3 сантиметра. Нет, давайте сейчас попробуем вот с этой стороны примерно смотреть. Давайте 4. Так, 4 сантиметра у нас тут еще получается. Значит, мы прибавляем. То есть у нас получилась длина одной стороны 15 сантиметров. Да, вот так вот сделаем, чтобы было понятно. Потом дно 4 сантиметра плюс 15 сантиметров длина еще одной стороны. Здесь ширина 15 сантиметров плюс 3 сантиметра. То есть вот эта часть как бы вот здесь у нас и вот эта часть вот с этой стороны. Плюс мы еще должны по 1 сантиметру с каждой стороны взять на припуски на швы. Да, то есть получается это 2 сантиметра еще. Здесь и здесь 2 сантиметра. Плюс я еще вам советую взять по 1 сантиметру на растяжение. То есть у нас же сумочка не будет в таком все время положении, она как бы растягивается, поэтому мы прибавим здесь еще 1 сантиметр и здесь еще 1 сантиметр. То же самое сделаем здесь. Прибавим по 1 сантиметру с каждой стороны на припуски на швы. Так, у нас, да, по 1 сантиметру с каждой стороны на припуске на швы. И еще по 1 сантиметру на растяжение. То есть по 2 сантиметра с каждой стороны. Да? И теперь сосчитаем, сколько у нас получится здесь. Сколько у нас получится здесь. Здесь у нас будет, значит, 15 плюс 3 – 18, плюс 2 – 20, 21 сантиметр. Здесь у нас получится так, 34, 36, 38. И вот, значит, 38 на 21 нам нужно вырезать из нашей ткани вот такого размера прямоугольник. Также можно будет сделать кармашек, да, то есть на одной стороне сумочки у нас будет карман. Кармашек вырезаем двойной, делаем, то есть вот это он будет у нас также прямоугольный, и мы его пополам сложим. Итак, вот что у меня получилось. Я вырезала по размерам 2 прямоугольника. Это будет сама подкладка, это для нее кармашек. Вот таким вот образом сложила. Кармашек будет двойной. Сначала мы пришиваем карман, измеряем, куда нам нужно его, в какое место пришить. Естественно, это все пришивается, сшивается изнутри. Потом мы его выворачиваем. Здесь загибаем и пришиваем. Затем сшивается сама подкладка. Здесь сшиваем по краям. Здесь загибаем. Пришиваем верхнюю часть. Выворачиваем. И нам останется только вшить подкладку в сумку. Итак, вот что у меня получилось. Я сшила по бокам подкладку, пришила карман и прошила по верху. Теперь нам нужно сформировать дно. Я посчитала, что дно у меня шириной 4 сантиметра. Чтобы нам сделать дно у нашей подкладки, мы должны ее вот так вот сложить уголок к уголку. Сделать ровные уголки. Отмерить ширину уголка вот здесь 4 сантиметра. То есть вот так 4 сантиметра у нас должна быть длина вот этой линии. И вот таким образом просто прошиваем этот уголок
И этот уголок тоже на 4 сантиметра. И когда мы подкладку вставим в сумку, то есть она будет выглядеть вот так. Вот таким вот образом. Итак, я установила замочек, нашу магнитную кнопку на сумочку. По бокам поставила кольца-карабины. Они вставляются очень легко. Открываете просто и вставляете на то место, куда вам нужно. К цепочке также прикрепила карабинчики, разжав звенья и зажав их снова после того, как поставила карабины. И вот такая ручка у меня получилась. Я выбрала для этой сумки длинную цепь. Можно сделать ремешок кожаный, тоже будет прекрасно смотреться. Либо сделать вязаный ремешок. Я пока цепочку сниму, чтобы она мне не мешала. И сейчас мы с вами начнем пришивать подкладку. Итак, вот что у меня в итоге получилось. Вот такая вот подкладка. Здесь я сформировала с помощью уголков дно. И сейчас нам осталось ее только вшить в нашу сумочку. Вкладываем ее внутрь. Кармашек у меня будет со стороны клапана. Распределяем ровненько вот эти швы, ставим их по бокам нашей сумочки. Вот смотрите, не зря мы оставляли 1 сантиметр про запас на растяжение, потому что вот я сумочку растягиваю, и уже подкладка натягивается, видите? Сейчас нам нужно будет с помощью иголочек прикрепить нашу подкладку внутри сумки, так как мы хотим, чтобы она у нас там сидела. И потом будем шить, пришивать. Располагаем ее ровненько, аккуратно. И просто в нескольких местах прикалываем иголочками. Прикололи подкладку. Дальше берем обычную иголку швейную и нитку в тон подкладки. Делаем узелок и начинаем пришивать. Подкладку пришивать мы будем потайным швом. Как это делается? Захватываем, то есть с внутренней стороны захватываем подкладку. Дальше захватываем пряжу. Вот так. Снова захватываем подкладку изнутри. Вот как бы с внутренней стороны. И следующий шаг идем, ныряем в пряжу, да, прокалываем пряжу. Дальше тут снова захватываем изнутри подкладку и дальше пряжу.
Шажочки, стежки делайте не очень длинные, чтобы было крепко пришито. И еще к тому же аккуратно. Захватываем снова подкладку и пряжу. И таким образом мы должны с вами прошить подкладку по всему периметру. Итак, я пришила подкладку по всему периметру сумочки. Вот посмотрите, как красиво, аккуратно все получилось. Дальше один важный момент. Обязательно нужно пришить подкладку внутри, вот там вот внизу, к самой сумке. Для того, чтобы когда вы вытаскивали что-то из сумки, у вас подкладка не вылезала вместе с содержимым. Как это сделать? Внизу на подкладке в углах есть швы. Идем иголкой в этот шов, проходим насквозь через сумочку. Здесь где-нибудь зацепляем, так, чтобы это было незаметно. Я обычно это делаю так. Отодвигаю какую-то петельку. Вот видите, у меня там узелок. Зацепляю. Снова прохожу внутрь. Выхожу здесь. Еще раз прошиваю. И уже в этом же месте завязываю узелок. Затем этой петелькой вот так вот прикрываю. И здесь у нас на лицевой стороне ничего не заметно. Вот такую сумку-ракушку с клапаном мы с вами связали по моему видеоуроку. Если вы все делали правильно, то у вас все должно отлично получиться. Вяжите на радость себе и своим близким. Всем пока!